Глава 194. Селянь, все еще захваченный пронзительными криками духов, не сразу пришел в себя, под маской его лицо покрылось холодным потом. «Не нужно обращаться ко мне подобным образом», ему явно было не по себе от слов «Ваше Высочество». Каждый раз они словно напоминали ему о чем-то и тем самым чрезмерно раздражали, каждый раз его сердце обдавало страхом. Но Умин возразил, его Высочество навсегда останется его Высочеством. Принц, обратив к нему взгляд, конечно, не увидел лица воина, только улыбающуюся маску. И тот, в свою очередь, тоже видел лишь мертвенно-бледную маску на лице селяня. Принц пригрозил: «Посмеешь еще раз так назвать, и я развею тебя по ветру. Не думай, что ты в самом деле настолько силен». Юноша в черном молча склонил голову. Селянь, успокоившись, продолжил: «Осмотри окрестности излучины Ланнер, отыщи самое подходящее место для высвобождения духов». «Слушаюсь». Селянь закрыл глаза, посидел так немного, затем снова открыл и, увидев перед собой воина, нахмурился. «Почему ты еще здесь? Место будет определено», — ответил тот. «Но что насчет времени? Души умерших изнывают от нетерпения, нужно найти для них объект проклятия, нельзя тянуть слишком долго». И действительно, тянуть слишком долго нельзя. Помолчав немного, Селянь ответил: «Через 3 дня». Почему именно через 3? По какой-то причине Селянь чувствовал некое раздражение, говоря с ним. Через 3 дня наступит полнолуние, мощь насланного поветрия ликов многократно возрастет. Ты задаешь слишком много вопросов. Ступай скорее, это все, что от тебя требуется. Умин ответил кивком и бесшумно удалился. Селянь вновь сомкнул веки и накрыл лоб рукой в надежде хоть немного облегчить головную боль. Неожиданно за его спиной послышался ехидный смешок. При первых же звуках Селяню показалось, что вся кровь в его теле замерзла. Резко повернувшись, он увидел позади на божественном постаменте белоснежную фигуру в маске скорби и радости, в погребальном облачении с широкими рукавами, закрывающими руки. Безликий Бай Селянь выхватил меч и нанес удар, но демон схватил клинок, со звоном зажав между пальцами, и вздохнул: «Как я и думал, этот образ тебе весьма подходит». Сейчас, если не снимать маски, они оба выглядели практически одинаково с головы до пят. Завязалась битва, и если бы затем, как двое в белом одеянии обмениваются ударами, наблюдал кто-то посторонний, он бы ни за что не смог различить, кто есть кто. Безликий демон легко уходил от меча Селяня, при этом разглагольствуя: «Ваше Высочество, не считаете ли себя виноватым перед родителями за то, что похоронил их в чужой земле, такой неплодородной и холодной?» Сердце Селяня ухнуло вниз. «Ты посмел тронуть тело моих царственных родителей. Ты уничтожил их останки? Нет, как раз наоборот. Я помог тебе похоронить их достойно». Селянь так и застыл, а Безликий Бай продолжил: «Я перенес их тело в императорскую усыпальницу Синьле, а также облачил в редкое одеяние, которое сохранит их в целости на 1000 лет. И когда ты отправишься повидаться с ними в следующий раз, сможешь видеть их лица, словно они еще живы». Затем он рассказал Селяню о местоположении усыпальницы и о том, как в нее попасть. Все это должны были поведать принцу его отец и наставник, но только они не успели. Один мертв, другой потерян без вести. В душу Селяня закрались подозрения. «Откуда тебе может быть известно, как проникнуть в императорскую усыпальницу Синьле?» Демон улыбнулся: «Мне ведомо все, что касается тебя, Ваше Высочество». «Ни черта тебе не ведомо», — выругался Селянь. И все-таки принцу непривычно было слышать подобные грубости, вылетающие из собственного рта. Словно вновь догадавшись о ходе мыслей принца, Безликий Бай внимательно посмотрел на него и мягко произнес: «Не страшно. Начиная с этого момента, больше ничто тебя не сдерживает, никто не возлагает на тебя излишних надежд, и более того, никто не узнает, кто ты такой. Поэтому тебе дозволено творить все, что душе угодно». В груди Селяня совершенно естественно зародилось странное чувство. Зачем этот монстр явился к нему? Чего он хочет? Выразить дружественные намерения? Да. Звучало довольно смехотворно,
однако интуиция подсказала селяню, что тварь именно этим и занимается. Достойное погребение родителей и утешение принца — все это служило одной цели. Он наверняка безмерно счастлив, счастливее, чем в какую-либо другую их встречу. Словно видеть такого селяня доставляет демону удовольствие, так что он даже невольно начал относиться к принцу с заботой, по-родному. И эта забота на какой-то момент даже растрогала селяня, но затем его захлестнуло отвращение. Принц ледяным тоном отрезал: «Не радуйся слишком рано. Не думай, что и позволю такой твари, как ты, существовать на свете. Когда уничтожу Юнань, приготовься, я приду поквитаться с тобой». Безликий Бай развел руки в стороны со словами: «Прошу, с огромным удовольствием. Пусть даже ты пожелаешь меня убить, я все равно буду ждать тебя здесь. Когда ты действительно станешь достаточно сильным, чтобы расправиться со мной, твое обучение у мастера будет завершено». Вот только, кажется, под маской его улыбка чуть померкла. «Ты в самом деле сможешь уничтожить Юнань? Что ты хочешь сказать? Совершенно ясно, что ты мог бы сделать это прямо сейчас. Почему же намеренно отложил на 3 дня? Неужели, когда дошло до дела, ты вновь предаешься колебаниям? Неужели тебе не хватает решимости свершить месть даже после полной потери своей семьи и страны? Неужели мне предстоит увидеть очередной провал его высочества наследного принца?» Провал — это слово невыносимо резануло слух. Селянь вскинул меч и ринулся в атаку, однако оказался повален на пол одним пинком. Каким-то образом демону удалось отнять у принца черный меч, мягкость и сердечность в голосе мгновенно обернулись презрением. «Знаешь, на кого ты сейчас похож?» Селянь схватился за белоснежный сапог, которым его придавило к полу, но, как ни старался, не мог сдвинуть его ни на волос. Безликий Бай, чуть склонившись к нему, продолжил: «Ты похож на маленького ребенка, который все делает назло. Но решимости в твоих действиях нет ни капли». Селянь в гневе выкрикнул: «Кто сказал, что у меня нет решимости? Ну а что же ты сейчас делаешь? Где твое проклятие? Чтобы они все сдохли, все до одного, где все это? Бедные, бедные твои родители, твое войско и твой народ, которым не посчастливилось повстречать такое божество. Ты не мог защитить их, пока они были живы, а после их смерти ты даже отомстить за них не способен. Бесполезная дрянь». Он приложил силу, и из горла селяня под маской скорби и радости брызнула кровь. Безликий Бай приставил к шее принца острие сверкающего словно черный нефрит меча и провел им по проклятой канге, пробуждая воспоминания. «Хочешь, я напомню тебе ощущение от того, как твое сердце 100 раз пронзает меч?» Невыносимый ужас заставил селяня задержать дыхание, он не смел пошевелиться. Но демон, напугав его, вновь сделался доброжелательным. Он убрал сапог и усадил селяня, пока того сковало ужасом, потом повернул его лицо, чтобы тот куда-то посмотрел, и сказал: «Погляди, погляди же. Вот как ты теперь выглядишь». Он заставил селяня взглянуть на разбитую божественную статую на разбитом божественном постаменте. Цветок и меч из рук изваяния давным-давно пропали, его обожгли пожаром, изрубили топорами и тесаками, подняли и бросили об пол. Половина статуи почернела от пламени, тут и там откололись куски, больно смотреть. И впрямь очень похоже на образ селяня, который существовал в его сознании обрывками. И кого же ты должен благодарить за то, что сделался таким? Думаешь, меня? Он будто насильно промыл селяню мозги, вновь залив ему в голову нечто новое, отчего принц чувствовал себя все более сбитым с толку, сомневающимся во всем. Он даже забыл о своей ярости и растерянно спросил: «Какова же в итоге твоя цель? Для чего ты привязался ко мне?» «Я уже говорил», — ответил демон, — «что буду наставлять тебя. И третья вещь, которой ты должен научиться: если не можешь спасти этот мир, то уничтожь его. Только попирая этих людей ногами, ты заставишь их поклоняться себе». Голову селяня вдруг объяла болью, словно она вот-вот взорвется. Обхватив ее обеими руками, принц закричал. Озлобленные духи, плач и крики бесчисленных духов раздавались в его голове, так что от боли он готов был кататься по земле. Безликий Бай же лишь рассмеялся и мягко произнес: «Они уже не могут ждать.
Не выпустишь по ветре ликов, не дашь проклятию цели через 3 дня, и сам станешь этой целью. Знаешь, во что ты тогда превратишься? Селянь почувствовал, как ледяная рука черного меча вновь легла в его ладонь, а возле уха прозвучало: «У тебя нет шанса повернуть назад». Лишь когда боль медленно спала, Селянь пустил руки и открыл глаза. В разрушенном храме наследного принца он остался один, а демон в белом, выглядящий в точности, как он сам сейчас, исчез. Неизвестно, сколько уже прошло времени, но снаружи давно спустилась ночь, поэтому в храме было темно, без единого лучика света. Селянь вдруг кое-что осознал. Из 3 дней 1 уже прошел. И тут в непроглядной темноте как будто сверкнуло что-то белое. Селянь, решив, что ему померещилось, повернулся, а когда увидел, что это за вспышка, то его зрачки под маской сузились. Схватив то, что увидел, он проговорил: «Откуда? Откуда здесь цветок?» Свежий белый цветок с маленькими хрупкими лепестками, который кто-то вложил в левую руку полуразрушенной почерневшей статуи, на фоне темноты вокруг казался еще белее и печальнее. Создавалось впечатление, что статуя претерпела все нанесенные ей раны, только чтобы защитить крохотный цветок. Селянь сам себе не мог объяснить, почему от этой картины его охватил такой безудержный гнев. «Призрак, выходи!» — закричал он. Вскоре перед ним действительно появился тот воин в черном с саблей на поясе. Он еще ничего не успел сказать, как Селянь напустился на него. «Откуда здесь цветок? Кто это сделал?» Ты-Умин чуть склонил голову, недолго посмотрел на цветок, который принц так сильно сжал в руке, что казалось, вот-вот разотрет в порошок, и в конце концов прошептал: «Не я, кто же тогда оставил здесь его?» «Почему ваше высочество так рассердились?» Увидев цветок, Селянь помрачнел еще сильнее, бросил цветок на пол и пробормотал: «Это отвратительная злая шутка». «Почему ваше высочество посчитали это злой шуткой?» «Возможно, здесь в самом деле еще остались последователи, которые поклоняются вам.